Всем привет! Вы на канале Рецепт.ко, и в этом видео мы приготовим с вами очень вкусный пирог с ревнем. Для приготовления нам понадобится 150 грамм сливочного масла, 90 грамм сахара, немного добавляем ванильного сахара, щепотка соли, добавляем одно яйцо, просеиваем через сито 300 грамм муки и добавляем 2 чайные ложечки с горкой разрыхлителя теста. Теперь при помощи миксера и вот таких вот двух венчиков я перемешиваю тесто. Перемешиваем все ингредиенты, чтобы у нас образовалась вот такая вот крошка. Как только она образовалась, мы перестаем вымешивать тесто. Тесто мы перемешали и отправляем в холодильник, чтобы лишний раз масло у нас не таяло. Для приготовления начинки мне понадобится пудинг. Пудинг готовлю по рецепту, который указан на упаковке. Высыпаю пудинг в кастрюльку, добавляю 2 столовые ложки сахара, затем вливаю немножечко молока, все хорошо перемешиваю, чтобы не было никаких комочков. И в общем количестве мне понадобится 500 грамм молока. Теперь все мы доводим до кипения, при этом постоянно помешивая, чтобы у нас не образовывались никакие комочки. Пудинг уже готовый. Переливаю его в другую чашу, чтобы он быстрее остыл, и накрываю пленкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Ну и, конечно, самый главный ингредиент – это ревень. Первым делом нам нужно ревень очистить от вот этой вот ненужной пленки. Для этого надрезаю ножом, затем постепенно тяну эту шкурку, и она хорошо очищается. Так проделаю с каждым ревнем. Это очень увлекательный процесс, поэтому я думаю, вам понравится чистить ревень. Большие кусочки ревня я разрезаю на 2 части. Теперь нарезаю их вот на такие небольшие кусочки. В общем количестве у меня получилось 500 грамм уже очищенного ревня. Теперь добавляю к нему 2 столовые ложки сахара. И хорошенечко все перемешиваю. Все ингредиенты уже готовы, можно собирать пирог. Чуть больше половины теста я отправляю на силиконовую форму. Теперь это тесто я собираю в один такой комочек. Можно немножечко подсыпать муку и разравниваю это тесто по дну формы. Из теста сделали дно. Теперь на это тесто отправляю пудинг. Пудинг у меня уже остыл, он слегка тепленький. Разравниваю. К ревню я добавила 2 чайные ложечки крахмала. Перемешиваем. Вкладываем ревень на пудинг. Жидкость, которую пустил ревень, мы ее не добавляем в пирог. Равномерно распределяю ревень, и последний штрих – это крошка, которая у нас осталась. Ее также выкладываем на пирог и отправляем пирог в духовку выпекаться. Пирог уже готовый. В доме невероятные ароматы выпечки. Сверху пирог можно посыпать сахарной пудрой. Сейчас я вам покажу разрез. Он получается очень красивый, а пирог получается сочным, с легкой такой тонкой кислинкой.
Рекомендую вам приготовить такой пирог. И обязательно не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Всем пока! Вы были на канале Рецепт.ко.